Всем привет! Вы на канале Tracker in Scandinavia. И у меня началась новая рабочая неделя. Поздновато она началась. Понедельник уже обед, и мне только пришло задание. И мне оно очень не нравится, потому что нужно будет грузиться мусором. И я решил показать вам эту загрузку, чтобы все понимали, как мы загружаемся здесь мусором и что это вообще обозначает. Потому что это очень частый на данный момент у меня частые загрузки такие. Вот, поэтому я в данный момент нахожусь в районе Осло. И вот, собственно, такие вот тюки будут мне загружать. Воняет, конечно, жутко. Стекла я закрыл. Автономного кондиционера у меня нету. Но если открыть окна, то, конечно же, это будет полная жуть в кабине с кучей мух и вонищей. Вот. Ну, поэтому смотрим. Да, вот, конечно, вы все заметили, что я в крутом аксессуаре. Вот, это обязательное условие здесь. Также жилетка светоотражающая. Вот. Поэтому не переключайтесь. Поехали. Вот так вот загружают специальные прицепы, у которых открывается крыша. Ну, я лично их называю тупо мусоровозы. Также их называют щеповозы, там, сдвижной пол, сдвижная стенка. Тут, короче, я не знаю, я на таких не работал, поэтому, может быть, когда-то с кем-то буду общаться, сниму обзор. А так вот сверху их насыпают, они приезжают на выгрузку и прессом, я так понимаю, как-то изнутри выдавливают они из прицепа весь этот вот срач, который им грузят. И вот так, чтобы побольше влезло, утрамбовывают. Ну и 30-ка где-то тонн, 27, 28, 30 веса у него будет. В моей фирме тоже работают на таких, но я сразу отказался и взял обычный темп. Не хочу я такого пока что, по крайней мере. Может быть, там, я не знаю, какие там, ну, все в один голос трубят, кто начинает работать на них, то всем нравится. Ну, я не знаю, что тут может быть хорошего. Так, вот, собственно, этот и конвейер есть, мусоросборник. По ленте вываливается и потом обматывается вот этой пленкой. Все очень просто и легко. Так, ну вот мой китаец едет. Может быть, меня начнет грузить. Artlist.io. Music licensing reimagined.
licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ну, в общем, я думаю, понятно. Загрузился я своим мусором. И сейчас я на весы. Потом заеду в душ, естественно. И поедем мы в Мальмо, город Швеции. Поедем мы по самой широкой дороге Норвегии. Чтобы не говорили, что все дороги узкие. Проедем через Гетеборг, большой город, второй по величине в Швеции. И главное, тоже проедем еще границу. Покажу, как, что. В общем, будет интересно. Не переключаемся. В общем, вышло у меня 29 тонн 740 килограмм груза. Пустой мой тягач с прицепом и у меня наполовину заполненный бак топливом выходит 16 тонн 720. Ну, плюс-минус, весы везде разные. И китаец такой, который меня загружал, с юморцой слегка был, ставит последний мне этот тюк, показывает вес и спрашивает, говорит, может тебе еще один поставить? Я говорю, да нет, спасибо, мне и так хватит. Вот, значит, выезжаем с Осло, заезжаем в душ и едем в Швецию. 116 километров мне до границы. Через 200 метров Погодка, направо, надеюсь, дождь не пойдет. Но ужасно душно, жарко, 27 градусов, это без солнца. И в Норвегии, то есть это кошмарная погода какая-то. Но такие погоды обычно приводят к одному: к ливню. Верните направо. Грозе, И там, сразу шторму на кольцевой какому-нибудь. развязке. Воспользуйтесь первым поворотом. Вот у нас выезжаем мы почти из Осло, окраины, как бы здесь ничего такого интересного с этой стороны нету. Единственное, что я покажу вам ихний парк аттракционов. Да, это один из крупнейших и крутых парков аттракционов в Европе. С поправкой на то, что Норвегия не находится в Евросоюзе. Я как-нибудь, конечно же, ну, в общем, давайте доеду до туда и поговорим про него. И вот, мы едем сейчас, как видите, по широкой дороге. Это дорога с Осло до Мальмо.
Е6 дорога. Она вся широкая, то есть, ну, полноценная автомагистраль. Также в Норвегии есть еще в направлении у нас Ставангера из Осло. Ну, получается, и вот из Осло выходят дороги в сторону Тронхейма, в сторону Ставангера и в сторону Швеции. И вот они немного двухполосные. Это полностью двухполосная, а те две, они там сколько-то там километров, 200, я не знаю, 300 не замерял никогда, как бы мне не было никакого интереса. Вот, ну остальные дороги идут однополосные, разной ширины только. И вот где-то сейчас мы, я не помню, вот какой же у нас съезд этого парка, или первый все-таки у меня попадется душ, а потом парк аттракционов. Наверное, так и будет, потому что, а может и нет. Ну, сейчас посмотрим. Новость такая. Сегодня утром мне написал армейский товарищ. Говорит, как ты там, говорит, тебя метеоритом не зацепило? Я не понял, о чем. Я думал, может, укурился там или что-то в этом роде. Но решил сразу загуглить эту информацию. И да, реально сегодня упал метеорит. Я так понимаю, это произошло ночью и где-то в радиусе 60 километров от Осло. В каком направлении я пока еще не знаю. Но как тоже только что-то я узнаю, я расскажу об этом. Каких он там размеров. Видео есть все в интернете уже. То есть как он падал, там светился. Но я спал, я ничего не слышал, ничего не видел. Вот. Так что ждем информацию, что там, когда будет полная картинка всего происходящего. Ну, вроде бы как уже говорят, что пострадавших никаких нету, что он как-то отдаленно куда-то упал в местность, где не было ни населенных пунктов, ничего. Но это пока что первичная информация. Не хотят ехать в Норвегии. Смарт, интересно такой. Стоит бешеных денег, как-то смотрел я цены на него. Так, где же наш этот парк? Да, все-таки он у меня будет после моего душа. Душ у меня будет вот 24-й съезд, стоянка, которую я всегда стараюсь избегать. Ну и я крайне редко попадаю вообще на эту дорогу, чему я очень рад. 24-й съезд, так его все и называют, в принципе, эту стоянку. Стоянка для грузовиков. Сейчас я вам ее покажу. И расскажу про нее вкратце. Вот я подъезжаю к 24-му нашему съезду стоянки. И здесь перед стоянкой сразу же есть такой подъемчик такой небольшой. И зимой я видел, проблемы бывали, когда не вовремя посыпят и так далее, что ребята, тем более бывали двухосники пустые, они просто не могли подняться. Парк под охраной. С недавних пор здесь начали раздавать штрафы за неправильную стоянку. То есть, если вот как сзади становишься, если нету места в елке, сзади становишься, тебе уже влепливают штраф. Мне тоже как-то вешали, но мне штраф не пришел никуда. Ну, из той фирмы, в которой мне повесили штраф, я уволился. Поэтому я не знаю, пришел он там или не пришел. Так, а нам где-то надо недалеко стать. Сходить по-быстрому в душ. Ну, чем я не люблю этот паркинг, потому что здесь всегда куча машин. Здесь постоянно одни и те же, в принципе, фирмы. Большинство самые популярные по Скандинавии. Ну, в принципе, что тут делать? Я не люблю такие огромного скопления стоянки. Вот я нашел, кстати, себе местечко. Через 300 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь вторым выездом. Много здесь историй на этом паркинге. Пьянки, драки. Тут полный, короче, букет. Продают здесь и бухло, и сигареты, что хочешь. Кто хочет экстрима, то сюда. Ну и душ здесь единственный на всю Норвегию. Публичный. Как на заводе. Вот, РВ транспорт поехал
Бывшая моя контора. Помойка, блядь, богадельня. Так, все, пошел я купаться. Вот я и вернулся. 15 минут у меня на все эти процедуры ушло. По-быстрому, нечего тут было размусоливать это дело. Итак, сейчас я выйду со стоянки. Покажу вам, собственно, этот Через 300 здание. метров на кольцевой развязке. Здесь также заправка есть. Вторым выездом. Вот как раз вот встал, нам перегородил все, что можно. А вот, собственно, вот это у нас. Здесь раздельно для девушек и мужиков. Туалет, душ. Вот. Ну, значит, я сейчас выеду на трассу, чтобы вам было поинтересней. И поговорим мы об этой РВ-транспорте, она же Настрада. Мой опыт и что я о ней знаю. Так вот, что же я знаю? Начну, наверное, с того, что все же проедем мы парк аттракционов, а потом я расскажу про эту кошмарную фирму. Потому что уже скоро должен быть у нас этот парк. И вот, выезжая я с длинного тоннеля, и сразу после него у нас наш этот парк аттракционов, парк развлечений. Как видите, здесь куча уже легковых машин. В общем, что я знаю про этот парк, это то, что здесь, ну, особо ничего не видно, конечно, с моего, я думаю, с камеры. Вот только вот эта одна большая горка видна нормально. В общем, это огромная территория. Я оставлю ссылку в описании вообще на этот парк. Кому интересно, заходите, читайте, смотрите, что там есть. Значит, насколько я понял, то цена входного билета для взрослого человека составляет 50, грубо говоря, евро. Это на целый день. Это я так понял. Ну, в общем, это надо когда-нибудь, я попаду в любом случае в него. Не знаю когда, но попаду. И также мы потом будем, когда в Швецию я приеду, будем проезжать в Гетеборге. Тоже очень крутой парк и один из крутых и больших в Европе. Так вот, фирма РВ Транспорт, она же Настрада. У них два названия, почему так, я не знаю. Значит, везде официально на документах пишется Настрада, но на всех машинах пишется РВ Транспорт. Вот такая вот у них схема. Значит, как я попал в эту фирму? Все очень просто. Значит, в начале 2020 года, в январе, я решил поменять латвийскую фирму на эстонскую. И в итоге поменял я на прописку белорусскую на полгода, потому что закрылись все посольства, все дела. Короче, не буду углубляться. Я вынужден был остаться дома. И у меня закончились, естественно, латвийские все тоже документы. Ну, короче, все, сижу и жду, пока откроется какое-нибудь посольство. И первым посольство открылось литовское. И это сразу мне как-то... Ну, я знал про эту фирму, потому что я видел их на Скандинавии. И я знал, что они работают на Скандинавии, естественно, на Европе, на Англии. То есть, и что это большая фирма. И я тут же позвонил им, так как был представитель в Беларуси, девушка. Значит, сразу, что меня ужаснуло, что она сказала, что мне нужно будет проходить стажировку. Ну, я так, как бы я говорю, у меня есть опыт по Европе, в европейской компании, это было плевать. Ладно, я думаю, вообще просто... Я спросил про Скандинавию, она мне также говорит, не, какая Скандинавия, сразу Европа, а там уже надо это самое что-то. Я думаю, ладно, как бы приеду туда, главное получить сейчас визу, приехать, а там что-нибудь поговорю, может быть, порешаю. Ну, в общем, получила визу быстро, то есть реально в течение 10 дней мне и приглашение, и виза, все было готово. Я с радостью, потому что я сидел полгода дома, я сидел без денег, то есть это было ужасно. И я, конечно же, с радостью лечу в Литву, в эту контору. И первое впечатление, когда я приехал к ним на базу, во-первых, это было первое впечатление. Это не база просто, а какой-то стыд для такого количества машин, это просто позорище, а не база.
Ну да ладно. Нужно было сдать тест-драйв. Парковка по-английски, то есть с правого зеркала. Ну все, я сдал. Значит, неделю там типа были обучения какие-то туда-сюда. Значит, попытался я поговорить по поводу Скандинавии, и я встретил категорическое нет. И мало того, что нет, никому не было дела и не было интереса до того, сколько у меня опыта, где я работал и как я работал. Просто со мной об этом никто даже не хотел разговаривать. Ну, я понимаю, что я вынужден ехать буду в Европу, потому что вариантов немного, пока виза. Ну и все, я поехал. Стажировка, просто стажировку. Это просто вот этот один из дебилизмов этой фирмы. То есть у меня на тот момент, получается, сколько там было опыта, 5-6 лет, мне дают стажировку. Ну ладно, 2 недели. Значит, выезд был в пятницу с базы, с Шауля, с Литвы. И нам перед выездом не додают основной документ, по которому, без которого мы не можем работать, это лицензия. И почему-то в Литве все по колхозам называют это красный лист. Меня это просто раздражает. И это есть официальное слово лицензия. Какой красный лист? Красный лист может быть в туалете или еще где-то. Ну ладно, не об этом. Короче, нам не дают лицензию вообще всем, кто приехал устраиваться на работу. И все, получается, стажеры. То есть мы едем без этой лицензии. То есть, как они объяснили, что мы будем просто неделю сидеть пассажирами сбоку, а на следующие выходные нам передадут эти лицензии всем. Ну ладно, естественно, едем, у никого нету других вариантов. Значит, приезжаю я к своему, так сказать, наставнику. Наставник четкий. Ну, конечно, ладно, наставником я его не назову, какой он наставник. Серега с России, он вообще выходит из Казахстана, но живет в Калининграде давно уже. Классный парень, опыт у него был месяц по Европе. Ну, то есть, понимаете, да, меня с опытом 6 лет отправляют на стажировку к чуваку, который месяц ездит всего лишь по Европе. Ну, нормально, ладно. Плюс я пассажир, но мне платят за это, ладно, куда ни шло. Короче, естественно, на следующие выходные нам никакие не привозят документы. Я езжу 2-ю неделю пассажиром. И в довесок к концу уже 2-й недели мне звонит менеджер и предлагает мне, говорит, сейчас ты не хочешь, чтобы тебе стажер приехал? Ну, удивляться уже, в принципе, не стоило. Я говорю, ладно, давай, пускай приезжает. И то есть я, берем по факту, да, я стажер. Ну ладно, у меня-то хоть опыта много. И ко мне приезжает сразу стажер. Так, ну это все, ладно. Потом я наблюдаю такие картины, и потом их наблюдал за все время, пока я там проработал. Проработал я там недолго. Сделал 2 рейса. Вот, значит, такие вот приезжают люди вообще без опыта. Приезжают к таким же наставникам, то есть месяц опыта, 2 опыта человек работает. Ему дают стажера, полностью нулевого, который вообще ничего не знает, он даже не знает, как пользоваться навигатором. Он чему-то там месяц обучает его, работают они там все, да, нормально. И потом уезжает этот наставник, остается этот стажер сам собой, и ему через неделю дают такого же стажера. И это нормально оказалось в этой фирме практика, это я видел не первый раз. Все в порядке вещей. И вот теперь просто прикиньте, какой уровень там водителей. То есть, я не знаю, меня это не улаживало все в голове по поводу этой всей ситуации. И я встречал, там постоянно были перецепы, на рефрижераторе я работал, катался я на Англию. И, конечно, встречал я кадров просто полнейших, безграмотных, с нулевым опытом, которые элементарно расцепляться не умеют, и так далее. Конечно, да, не все водители там такие, как я сейчас объяснил. Есть и кто работает там много, что они там работают, я не знаю. Что-то им там, видно, нравится. Значит, что по Скандинавии, как они работают, я, если честно, не знаю. Ничего не слышал, ни у кого ничего не спрашивал. И я уже знал, что в этой фирме я на Скандинавии точно не пойду работать никакими, даже если меня сами они там пригласят туда-сюда. То есть я понимал, что эта фирма болото, с нее надо валить. И чего я сделал потом такие выводы, то есть... Потому что мало того, что они
берут всех подряд, вообще никак не квалифицированных водителей. Но второе, они еще жестко пытаются всех натянуть со зарплаты разными путями. Какие-то перепробеги, пережоги, что-то там еще и так далее. Палеты там какие-то выдумывают, непонятные суммы за эти палеты. Ладно, какая была у меня ситуация? Первый рейс я вынужден был прервать, и, значит, менеджер знал о моей ситуации. И я сразу приехал на базу и уезжаю домой. А там у них политика такая фирмы, что ты должен сидеть там, тратить, то есть бабки на гостиницу и ждать, пока тебя рассчитают. Это там 3-7 дней. То есть ты должен там сидеть и что-то ждать. Я сидел, ой, в смысле, я не сидел, я приезжаю, то есть в первый же день прыгаю в тачку, лечу домой. Все. И жду, значит, расчет дома. Я, ну, естественно, менеджер сказал, говорит, все нормально будет. Менеджер ушел в небольшой отпуск. И, значит, я дожидаюсь расчета, и просто не хватает 800 евро. Естественно, у меня начинаются вопросы. Я пытаюсь их решать своими путями, без менеджера. Звоню там, по ком там были вопросы. Значит, часть суммы точно было непонятно, откуда, что они там не додали. Типа, мол, что я не подписал там какие-то документы. Что я не дождался, в общем, значит, расчет, не уехал домой. Но я, как говорю, что менеджер был в курсе. И там пыталась такая жаба работает, которая в палетном отделе, по-другому ее не назвать. Она там что-то пыталась мне предъявить какие-то палеты. То есть за мной была правда, у меня были все подтверждающие документы. И, в принципе, я ей так и сказал. Мы на высоких тонах с ней пообщались. Грубо говоря, там и послали почти друг друга. Но я сказал, говорю, если ты с меня высчитаешь эти деньги, то я приеду прям. То есть сейчас сяду в машину, поеду, и я пойду по всем кабинетам, но мне эти бабки вернут. В общем, все, разговор с ней был закончен. Я звоню менеджеру, говорю, что за качели. Пообщались, и спустя полчаса мне приходит вся сумма полностью. Окей, я еду в следующий рейс. Значит, работаю 4 месяца тоже. И я друга привез, я его стажировал. Мы с ним 2 месяца катались вместе. И потом я 2 месяца еще один ездил. Значит, по приезду на базу я наблюдаю картину. Значит, все, кто выходит из бухгалтерии, выходят с минусом. Я раньше вообще, когда такие истории слушал, честно говоря, я даже не верил, что вообще такое может происходить на ровном месте. Но оно так и происходило. Значит, опять, какие-то были придуманы километражи и так далее. А в этот день, то есть, когда я это все видел, еще у меня не было расчета. Я немножко уже предполагал, что что-то подобное ждет меня. И да, сижу я, значит, жду свой расчет, зарплату. И с чего все начинается, значит, мне, наверное, позвонил сам менеджер. И какой-то там что-то пошел вопрос. Да. У меня был, мол, он мне говорит, у тебя перепробег в 1200 километров. Ребята, 1200 километров. Это не 100, не 50, а это я съездил бы в Беларусь из Германии. На голове. Расстояние примерно такое. Я, говорю, какой перепробег, говорю, что ты несешь, говорю, убирайте, решай вопрос, это чушь какая-то собачья. Ладно, это одно. Я ему говорю, какой перепробег? Говорю, ладно, перепробег, у меня расход был топлива за 4 месяца 25,5. Маленький расход. Я говорю, у меня расход топлива маленький, даже эти 1200 ваши кроются. Он такой, да не, у тебя расход там, и скидывает мне мой отчет, фотографию, уже который подписан бухгалтерией. И значит, я, когда отчет заполнял, там я не указывал именно средний расход топлива, но четко было написано, сколько было израсходовано топлива и общий пробег за все 4 месяца. То есть, понятное дело, делим, умножаем, получаем средний расход топлива. И ниже бухгалтерия под всем этими делами пишет свой расход. Они, не буду врать и не хочется мне поднимать эти документы, но было что-то в районе 33 литров. То есть я начинаю, я говорю, что это за чушь, говорю, моего менеджера звали Лукас, я говорю, Лукас, посчитай по моему отчету, элементарная математика,
какой у меня вышел расход. Откуда эти цифры? При этом всем все чеки у меня были подтверждены. Все четко, все ровно. Никаких там не было у меня сливов топлива и так далее. Он такой, да, сейчас буду разбираться. Проходит это, короче, все это в течение дня происходит. Да, звонит, говорит, это ошибка бухгалтерии. Это ошибка бухгалтерии была, как я там считал, да, что-то в районе 3 косарей евро. Это была ошибка бухгалтерии. В общем, первый день этот прошел, с расход, естественно, все это убрали, этот чушь, оставили мой. И типа он мне уже дальше заявляет по поводу перепробегов. И я ему, то есть, давай мы там вспоминать, где что было. Я говорю, да ничего не было, было только единственное, что я заболел короной. И я с Франции пустой поехал в Бельгию, там типа наш сервис был. И я туда поехал, там вызывал скорую. Там пустой пробег у меня вышел там 100 километров, наверное. Вот, и это, естественно, все были в курсе, то есть все даже выше менеджеры, потому что все со мной были на связи, и это было все в порядке вещей. Да, все, мы там что-то порешали, короче, суть до дела, у меня все это убирают, и мне возвращают все полностью деньги. И я прихожу в день расчета, и дальше то вижу картину, как пацаны все выходят, и у них у всех минус. То есть, кто вообще промолчал, кто-то неопытный и так далее. В общем, вот такая вот ситуация. То есть. И потом, конечно же, была куча еще разных, много ситуаций. Здесь можно рассказывать, если честно, целый день. Все, что я услышал, что я лично от близких своих видел, кто там работает и так далее. Вот, поэтому я не знаю, как работают тут на Скандинавии, если честно, но, как говорится, рыба гниет с головы, и я думаю, не особо здесь лучше они работают на Скандинавии. В общем, естественно, я не собирался работать больше в той компании, и я поехал, и вот я перешел в данную компанию, в которой я сейчас работаю, в Клайпеде, находится она, Гидлита Транспорт. Работают только по Скандинавии, и пока вроде бы все хорошо. Что-то у меня подозрительный был хлопок. Что-то у меня есть страшное предположение. Сейчас надо найти какое-то более место и остановиться, посмотреть. Я надеюсь, что я глубоко ошибаюсь. Я думаю, множество уже догадалось. Но ошметки никакие не летят ни во все стороны, значит, может быть, все и нормально. Не хочется мне здесь на обочине останавливаться. В общем, эта история не закончилась, моей борьбы с этой фирмой. Значит, когда мы трудоустраивались, нам рассказали, что у нас будет высчитываться в течение работы так называемая стенка. Это их гарантия, и стоила эта гарантия в 1000 евро, и с каждой зарплаты они понемножку высчитывали. В общем, на срок, пока я отработал у них, а это вышло, значит, с июля 20 до февраля 21 года. У меня насобирала сумма 880 евро. Естественно же, я, когда последний свой расчет и получал, я никому не говорил, что увольняю, чтобы это нельзя говорить ни в коем случае, когда ты зарплату получаешь и говоришь, что ты увольняешься. Значит, я уже все, когда были готовы документы на новую фирму полностью, все, я был, значит, застрахован, так сказать. При приезде на уже новую работу я поехал в это РВ увольняться. Естественно, сразу вопрос поднял по поводу стенки. Я знал, что сумма у меня 880 евро составляет. И, короче, приезжаю я, значит, обходной лист заполнить. И мне начинают там разные отговорки говорить, что сейчас там все, бухгалтерия болеет, все болеют, короче, напиши вот тут бумагу, там передашь, там туда-сюда, деньги придут тебе на карточку. Четкий был ответ. Окей. Естественно, у меня не было там дней, даже нескольких дней, у меня не было, чтобы что-то там ждать. Мне нужно было уже ехать на новую фирму и там тоже проходить там и тест-драйв, устраиваться и так далее, и уезжать в рейс. И все, я поехал. Чтобы вы понимали, стенка это такой лохотрон, развод, который в принципе нигде не фиксируется. И в большинстве фирм в принципе потом на эту стенку и пытаются наколоть водителей, так сказать. Ладно, значит,
Проходит день, два, три, четыре, тишина полная. На звонки никто не отвечает. И я, значит, беру дальше и звоню. Там человек был такой, работал, Ихтиандрос его звать, который был по штрафу. Я дозвонился до него, объясняю ситуацию. Он говорит: не переживай, деньги придут на карточку. То есть это уже прошло, наверное, неделя или две. Я его, думаю, чтобы себя перестраховать, спрашиваю, есть ли у меня какие-то штрафы. Потому что, камеры меня фотографировали. Он говорит: нет, у тебя ничего нету, все чисто. Окей, я дальше жду стенку. Опять-таки мой менеджер, который у меня был, тоже был в отпуске. И я ему, когда пытался написать, он написал: пиши после такого-то числа. Я и ждал уже этого числа, потому что мне ничего не приходит с бухгалтерией. Бухгалтерия просто не поднимает трубку. То есть я понимаю, что они просто все хотят четко спрыгнуть и мол, замять это дело. Вот. Значит, начинаю я общаться с менеджером, говорю: слушай, стенка где? Давай решай. Он, значит, отвечает мне спустя сутки, говорит: мне никто тоже не отвечает. Пытаюсь выяснить, мол, пока ждем. Я говорю: ладно, забей. Я уже месяц прошел, наверное, где-то так. Я говорю: я через месяц еду в отпуск, я приеду на базу, и буду уже по факту разбираться. И как-то чудом спустя, опять-таки, он пишет мне: да не, подожди, успокойся, я тебе сказал, что я все порешаю. Окей, И спустя почему-то так 2 часа он мне потом отвечает, что все хорошо, деньги тебе придут. 800, правда, евро. И да, реально, мне пришли на следующий день 800 евро. 80 евро все-таки куда-то делось. Честно, я даже уже не уточнял, куда они делись. Я думаю, хорошо, что так, потому что кучу я слышал историй, как пацанам вообще ничего никто не отдавал, и они так это все забивали, уезжали просто-напросто. То я думаю, хоть так. И тем более, у меня там были камеры, то я могу предположить, что это за какую-то все-таки пришел штраф, и эти 80 евро у меня списали. Но еще 2 камеры когда-то должны прийти, поэтому нормально. Я не остался в минусе. Все в порядке. Вот, собственно, вот такая вот у меня была история с этой компанией. И поэтому я ее не рекомендовал. Я ее называл в списке тех. Видео у меня есть, как стать дальнобойщиком. Это компания, в которую можно прийти без опыта и начать работать. То есть, да, это будет нормально. Школа такая. Пришел, что-то получил все нужные документы, немного поработал, нашел лучшую фирму и ушел. Все. А так, в принципе, тоже для старта, для молодого, 70 евро давали, я не знаю, как сейчас, но пару месяцев ранее, 70 евро платили на Англию. И ты можешь сразу открывать без опыта визу дома на Англию, понимаете? То есть, это вполне нормально. Да, уровня обучения 0, стажировка 0, все по нулям, ты должен все сам, как-то только на свой страх и риск. И, конечно же, можно разговаривать, чтобы тебе давали опытного, то есть самому пробивать это дно и говорить, чтобы тебе дали опытного наставника. Потому что я просто сочувствую всем пацанам, кто идет пытаться работать и в надежде, что он что-то получит от стажировства, как оно там называется. Что он что-то получит от этого, по факту они ничего не получаются и остаются сами с собой наедине в этой кабине, не понимая вообще, где они находятся. Большинство просто географию даже элементарно, то есть не знают. И я всем говорю подряд, кто когда-то ко мне обращался, это: ребята, посмотрите хотя бы на карту, где находятся страны, с кем граничат, как-то, чтобы вы хоть какое-то имели представление. Вот, аж в горле у меня пересохло, поэтому давайте доезжаем до границы. Включусь я уже перед границей нашей Норвегия-Швеция. Через 5 километров и продолжайте. Итак, 5 километров у нас до границы осталось. И сейчас мы проезжаем 2-й съезд. Это будет по въезду, как въезжаем мы в Норвегию, это будет первая большая стоянка для грузовиков. Сколько ей там? Пару лет этой стоянке. Там тоже душ, туалет бесплатный. Но стоит думать о том, что пятница, суббота там будет все забито, машина на машине, тем более в летний период. Зимой будет посвободнее.
Значит, граница по всей длине, вот как раз соединяется Швеция и Норвегия, соответственно, есть границы. Общее их количество я даже не скажу. Ну, так вот навскидку, это переходов 7-8 основных, помимо маленьких еще каких-то. Вот этот переход первый самый, то есть от моря, берем вот от моря, от начала, от Дании, это у нас вот Свинесунд, дорога шестерка, Е6, Свинесунд. Следующий у нас потом идет Ория на 18-й дороге, ну и дальше пошли туда. Я так, соответственно, внутри там на таможне я не могу снимать, это запрещено. Но просто вот покажу и объясню, насколько здесь просто проходить границу. Конкретно на этом переходе бывают у нас пробки. Сегодня у нас понедельник, возможно, будет сейчас пробка со стороны Швеции на въезд в Норвегию, но это не точно. Собственно, сейчас мы это все увидим. Короче, вот пятница вечер, пробка здесь, по моей стороне, как я еду из Норвегии в Швецию. Но в понедельник утром вот бывает так вот до обеда, что пробка на въезде в Норвегию. Приближаемся к пограничному переходу. Да, кстати, хлопок, который был, нет, все нормально, я остановился, проверил, все колеса целые, все отлично. Взял кофейку своего бесплатного и помыл стекло, но потом пошел дождь и пару уже залетело насекомых в лобовое стекло. Вот сейчас пробка, значит, из легковых машин. Но вот сейчас в конце будет затруднено, естественно, грузовики-то не могут через них пробраться. Сейчас заканчивается здесь полоса, которая должна быть для грузовиков, и дальше уже будут все вместе стоять. Вот она, собственно, и пробочка из-за легковых. Видите, что грузовики, в принципе, они просто не могут проехать. А так бы ребята уже давно прошли таможню и ехали бы в сторону выпуска. Почему такое количество на легковых пробка? Потому что всех проверяют на COVID. Значит, если у вас нету на руках COVID-теста отрицательного, то вы делаете его по месту, то есть на границе. Если он у вас есть, то вы проезжаете. За счет этого и пробка. А так, в принципе, здесь из легковых пробки никогда не было. Вот у нас наш переходик такой, разделяется он, не знаю правильно, как это сказать. Через 600 метров поверните Красивое направо. место. Сразу поверните плавно направо. И здесь, когда вот там какой-то катерок плывет, но бывают такие козырные, очень много рассекают туда-сюда катера. Ну, давай, вставай на место. И подбираемся мы непосредственно уже к границе. Все, значит, кто легковые едут по зеленому. Поверните направо. В Швеции нету ни карантинов, ничего, поэтому здесь открыта граница. Кому же, как вот грузовикам, не нужно что-то декларировать, едем в красную сюда вот на стоянку. Значит, у меня в начале экспедиция Плавно направо. КГХ. Через 200 метров попадете к целевому пункту. И вот как раз мне есть свободное местечко. И вот эта экспедиция, я туда пойду со своими документами, мне дадут там подготовленные для таможни там декларацию или Т1, что они мне там дадут, документ. И я пойду на таможню, его отмечу. Вот сейчас у нас 18:52. Засечем, сколько это все у меня займет.
Так, вот и я. 19:07. Итого у нас 15 минут. В принципе, стандарт. Но, то есть в экспедиции очереди не было вообще. И как вы видите, сейчас ее там нет. На таможне немножко стоят. Сейчас проедем мимо, посмотрите. Ну и внутри, конечно же, таможенницы, там две тетеньки сидели. Они особо работать не хотят. Как бы так, на расслабоне. Значит, вот такая вот бумаженца таможенная со штампом. Важный есть момент. Я везу сейчас мусор. И там на загрузке обязательно дают бумажечку. Вот такого вот типа. И обязательно на таможне. Только это при перевозке мусора. Как, я не знаю, видно, тут не видно. Сейчас попробуем. Короче, здесь два штампа таможенных. Вон, видите, один, тут вот второй. Обязательно надо их ставить. Так. Стартоваем. То есть за счет того, что сейчас реально таможня пустая, мест куча свободных, здесь должна была процедура занимать 3 минуты. Но и вот да, в принципе, сейчас даже, когда я пришел в очередь, там, где вон оранжевые стоят жилеты, копы, человек 6-7 стоял. Вот у нас выезжает пан, которому вообще срать. Кто едет, куда едет, он выезжает. Нормально. Нет, это не пан, извиняюсь. Это у нас СК. Кто это у нас? Словаки? Словак. Ну, зачем, в принципе, да, зеркало нижнее нужно. Оно не нужно нам вообще. Что в него смотреть? Ну и что ты делаешь? Просто вообще. И вот, видите, пробочка здесь тянется, тянется. И неплохо она так тянется, я хочу сказать. Да, сейчас, ладно, посмотрим, докуда ж пробка, мне интересно. Я с вами распрощаюсь до завтра. Да, понедельник, сколько у нас там сейчас? В 6 вечера. 6 вечера понедельник. Ну вот. Вон я уже вижу, наверное. Нет, еще. Ух ты. Я давненько такого не видел с этой стороны. Ну, я не так часто, говорю, сюда езжу. Я и не хочу сюда ездить. Вообще ни разу. Но это уже 2 километра. Еще дальше все оно едет. Происходит этот ужас. Ну, это чисто из-за, вот, говорю, из-за легковых вышло такое скопление. И... А так, ну, максимум, что я раньше, до ковида видел, это вот проезжаешь мост, ну ладно, на мосту еще, вот с моста начиная, такая пробка, такие в дни особого проезда через границу. Но такого я никогда в жизни не видел вообще. В Норвегии. Норвегия, Швеция.
Забыл я отметить, что я прошел границу. Еду без навигатора, без ничего. Вот узнаю, сколько. 438 километров мне до выпуска. Да, жуткая пробка. Ну вот, все. Конец ее. Наступает. Километров. Да, неплохо, неплохо. Где-то около часа времени, я думаю, здесь потеряют пацаны. Ну, в общем, вот так. Все, давайте. На сегодня все. Продолжение следует. Пока.